Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам про игру под названием «Ресторанный переполох» с Гордоном Рамси. Но сначала немного истории. В далеких 2000-х на компьютер вышла игра под названием Dinner Dash. Нам надо было помогать уставшей от офисной суеты девушке по имени Фло управлять закусочной. Игра оказалась достаточно популярна, даже была статья про нее в New York Times, USA Today и CNN. В игровом журнале «Мир загадок» World of Puzzles отметили, что игра поразительно гибкая. Игру перенесли на множество других платформ, консоли и портативные приставки в их числе, и даже сделали несколько переизданий. Но и это не все. Успех затмил девушке голову. У нее появились соратники Дарла, Квин, Джо, Бабуля, а также много другого разного бизнеса, не везде в котором используется готовка. Например, свадебный переполох, мыльная опера переполох, фитнес-переполох, подгузники-переполох, Диннертаун Тайкун и многое другое. И из достаточно заметных могу назвать Губка Боб Дэш, 2 части, сделаны на движке Dinner Dash. Ну и вполне неплохо, особенно если вы фанат кулинарных талантов Губки Боба. И буквально недавно по мультипликационному фильму «Монстры на каникулах» вышла «Отель Трансильвания Дэш» на движке игры «Отель Дэш». Итого, кроме Гордона Рамси, есть еще около 37 наименований в серии игр про Dinner Dash. А теперь к нашим баранам. Ресторанный переполох Гордон Рамси сделан на движке Cooking Dash. Мы берем на себя роль начинающего повара, участвующего в ТВ-программе про готовку в разных ресторанах мира. Можно выбрать пол, прическу, одежду, аксессуары, любой цвет кожи, глаз, волос, создать любого стереотипного персонажа, которого вы захотите, даже в фэнтези-стиле. И чем дальше вы будете проходить, чем больше славы набирать, тем более разнообразные варианты изменения внешности у вас появятся. В игре присутствует русский язык, доступно облачное сохранение, так что даже если вы удалите игру, то, подключившись обратно через Facebook, вы сможете восстановить весь свой игровой прогресс. Но можно играть и без интернета. Еще из сетевых функций есть достаточно активное сообщество, о важности которого я расскажу вам чуть позже. Но самое главное – это мотивационные реплики от самого Гордона Рамси, к сожалению, запиканные. Итак, нас с самого начала кидает в ТВ-шоу про бургеры Биг Бэй в Сан-Франциско. В каждом ресторане есть несколько сезонов, у которых даже есть тематика, и которые состоят из 10 эпизодов. Эти эпизоды надо завершить, набрав определенное количество монет. После определенных эпизодов вам будут предлагать делать улучшения кухни, которые производятся за игровую валюту и золотые слитки. Валюта, которую можно купить за реальные деньги. Но позже я расскажу, как можно их добывать игровым способом, без СМС и регистрации. Улучшения кухни состоят из 3 категорий: техника, ингредиенты и декор. Везде написано, на что влияет то или иное улучшение, так что читайте внимательно. На экране мира мы можем увидеть наши параметры, а также имеющуюся валюту и количество припасов, которые тратятся на участие в эпизодах. Иногда бывает событие под названием «Счастливый час», но он может длиться часа 2-4 на самом деле, во время которого на прохождение эпизодов не тратятся припасы. Есть уровень игрока и уровень славы, не путайте их. Также мы можем видеть открытые и закрытые рестораны, которые можно открыть, набрав достаточно уровней славы, а также денег и золотых слитков. Советую при первой же возможности открывать все доступные рестораны, потому что с них раз в определенное время нам даются коробки с продуктами для раздела под названием «Горячая кухня». Что же это за кухня такая? В игре есть различные вип-персоны, для которых подаются особые блюда, которые мы готовим на горячей кухне. Если в вашем шоу появляется эта вип-персона, то в зависимости от блюда у вас будет способность этого блюда. Например, быстрые ноги с возможностью оказаться в любом участке кухни за считанные миллисекунды, или быстрый разносчик из любого места на кухне, вы можете отправить заказчику его блюдо. В лицо еще никому не попадало, к сожалению, и многое другое. Также наличие вип-персоны на эпизоде дает дополнительный опыт славы. И вот именно для этого ингредиентов горячей кухни нам и нужно открыть сразу много ресторанов. Недостающие ингредиенты можно купить за игровую валюту на рынке. Также, если у вас есть лишние ингредиенты, то вы можете выставить их на продажу. Добыча золотых слитков и сообщество.
Одним из способов добычи золотых слитков является выполнение ежедневных заданий и игровых достижений, но для аппетитов игры этого маловато будет, и вот тут в дело вступает сообщество. Здесь есть 4 вкладки: совместная задача, сообщения, подарки и друзья. Заходите сразу во вкладку «Друзья» и жмякайте всех, кого вам предлагает игра. Каждый день отправляйте друзьям сердечки и в разделе «Подарки» принимайте подаренные вам сердечки. Они нужны, чтобы присоединиться или создать совместную задачу. Это будет наш основной источник дохода игровой валюты и, что самое важное, золотых слитков. Чем больше ваш уровень или слава, тем круче награду можно получить. Также за сердечки в магазине игры через раздел «Припасы» можно будет купить коробки с призами горячей кухни, коробки с купонами и обычные припасы. Собственно, одним из элементов сообщества являются также дуэли. Происходят они в течение суток с момента дуэли, на которые вам дается 3 билета, восстанавливающиеся по одному каждые полчаса. Вы можете сыграть с кем-то, потом он сыграет в ответ, или вам нужно будет ответить на вызов, при ответе на который тратится билет. Побеждаете, поднимаетесь в рейтинге. Чем выше вы в рейтинге, тем лучше награды и возможность купить различные предметы в магазине арены. При подготовке к дуэли можно будет сравнить ваш прогресс в ресторане, в котором будет происходить битва. Но, кстати, когда принимаете вызов, обращайте внимание на одежду персонажа. Если он одет в явно дорогостоящую или индивидуальную такую одежду, то знайте, у этого человека денег куры не клюют, и лучше к нему не суваться и не тратить билет. Так вот, при подготовке к дуэли можно будет сравнить ваш прогресс в ресторане, в котором будет происходить битва. Это, кстати, минус того, что вы откроете много ресторанов. Если не умеете в них играть или за отсутствие улучшений параметры ресторана будут маленькие, то можно легко проиграть. Но, тем не менее, всегда есть те, кто лучше нас, поэтому не стоит расстраиваться из-за проигрышей. Что же в итоге? Простой, но требующий точности, уверенности действий и концентрации геймплей, приправленный мотивационными репликами Гордона Рамси. Возможность играть офлайн, активное сообщество и дуэли создают пальцы и психоломательную игру для любителей тайм-менеджмента с необходимостью гринда серебра и злата каждый божий день. И знаете, я считаю, что оно того стоит. А вы? Absolutely stunning.